Весна – самое хорошее время, когда можно украсить свой сад прекрасными цветами, кустарниками и деревьями, как плодовыми, так и декоративными. Правда, встает вопрос, где найти качественный посадочный материал. Мы все чаще предпочитаем совершать покупки через интернет-магазин. Шикарный ассортимент, уверенность в том, что с растениями не принесешь домой вредителей и болезней, низкие цены и экономия времени. Одним словом, сплошные плюсы. На просторах интернета садовых магазинов много, но предпочтение мы отдали Агросемфонду. На сайте шикарный выбор товаров, начиная от садовых инструментов, заканчивая плодовыми деревьями, декоративными кустарниками, цветами и семенами. Глаза от изобилия разбегаются, хочется приобрести все и сразу. В мыслях начинаешь представлять, как прекрасно смотрелось бы то или иное растение на твоем участке и украшало ландшафт. В этот раз мы заказали ремонтантную штамбовую малину, 2 куста, 1 гортензию, а также средства борьбы с вредителями и болезнями. Когда мы забирали товар из транспортной компании, наше внимание обратили на то, что посылка живая. Это значит, что когда интернет-магазин отправляет растения, то на упаковке есть отметка о бережном отношении и более быстрых сроках доставки. Если вам пришло уведомление о поступлении товара на почту или транспортной компании, то сразу забирайте свои покупки, ведь тем самым вы помогаете быстрее растениям восстановиться после путешествия. Одно из огромных преимуществ магазина – это низкая цена товара. По некоторым позициям она ниже в 2-3 раза, и это приятно удивляет. Агросемфонд довольно часто устраивает акции, дарит своим покупателям подарки и бесплатные каталоги. Хочется отметить, что товар упакован аккуратно и с заботой. Главное наше приобретение – малина ремонтантная штамбовая Таруса. Это растение с толстыми побегами, благодаря чему может выращиваться без опор. Однако при созревании крупных ягод ветки растений иногда нуждаются в подпорках. При благоприятных условиях выращивания и правильной агротехнике плоды созревают вкусные, сладкие и ароматные, весом 7-10 грамм. На будущую урожайность влияет и то, как мы поможем восстановиться растению после переезда. Порой неправильные действия покупателей губят саженцы еще в самом начале. Например, когда вы открываете посылку, обязательно проверьте состояние растений. Первое, что надо сделать, это дать им пить. Обследуя черенки, стало понятно, что малина не нуждается в воде. Плотный и немного тяжелый корневой ком говорит о том, что влага в земле есть, а вот гортензия нуждается в поливе. Торфяной субстрат высох и был легкий, поэтому поливаем его отстойной, нехлорированной водой и оставляем на сутки в теплом помещении, где на растения не попадут прямые солнечные лучи. Таким образом даем культурам постепенно адаптироваться к свету. На вторые сутки гортензию опять поливаем и оставляем в комнате, а вот малину распаковываем и проводим визуальный осмотр. Видно, как аккуратно саженцы упакованы. Корневой ком в меру пропитан водой и заботливо уложен. Сразу после покупки не стоит обрезать и формировать корни и ветки. Необходимо бережно его открыть и поставить в воду на пару суток, чтобы саженцы напитались водой и адаптировались. При необходимости и желании в воду можно добавить корнистим. Это поможет корневой проснуться и восстановиться. Я внесу корнистим при посадке на основное место выращивания. Если на улице плюсовая температура, то на 3-4 день растения можно пересаживать в открытый грунт или вынести их на некоторое время в теплицу. Мы так и сделаем. Дадим еще сутки постоять в теплице и потом посадим на основное место. Саженцы закроем укрывным материалом от ветра и солнца. Как только появятся свежие почки, мы его постепенно уберем. Следующее наше приобретение – это забота о саде и всех овощных культурах. Хочу отметить, что препараты биологического состава. Их можно разводить в одном распылителе, а значит мы экономим время и силы. Фитоверм помогает бороться с большим количеством вредителей, а фитоловин – от болезней. Поэтому одним движением решаем сразу несколько проблем. Разводить препараты необходимо в соответствии с инструкцией. На своем участке мы делаем профилактическую обработку ранней весной по всем деревьям и кустарникам. С корнистимом обзор проводили недавно. Видео об этом препарате можно посмотреть на нашем канале.
А вот компостим – это особое удобрение, которое помогает делать плодородный грунт. Создан компостим на основе бактерий, которые ускоряют разложение органики. Поэтому мы будем в течение всего сезона делать компост и плодородную почву из органических отходов. Если вы хотите качественный посадочный материал, хорошие семена и другие товары для сада и огорода, да еще по выгодным ценам, то приобретайте их в интернет-магазине Агросемфонд. А мы обязательно будем проводить обзоры покупок и делиться опытом с вами. Позже покажем, как прижились новые культуры и какой компост у нас получается приготовить. Желаю вам богатых урожаев, здоровых растений и плодородной земли. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, если видео понравилось, и пишите в комментариях свои советы.